Всем здравствуйте, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня речь пойдет об волшебном чудо-порошке Calgon. Итак, начнем. Все без исключения, по крайней мере в нашей стране, знакомы со средством от защиты стиральной машины Calgon. Реклама демонстрирует ужасные последствия стирки без Calgon. Это и внезапное извержение воды из стиральной машины на пол, и демонстрация распиленного бака стиральной с чудовищными отложениями. И только это чудо-средство уберегает от этого кошмара. Ну что ж, давайте попробуем разобраться с этим чудо-порошком. Начнем издалека, а именно с 1814 года. У нас в России только недавно закончилась война с Наполеоном, дворяне в восторге от поверженного противника повсеместно переходят на французский. Да так плотно, что и по-русски с трудом говорят. В Англии же в это время в деревне основывается будущая корпорация неким предпринимателем Джереми Колманом. Изначально компания называлась Колманс и занималась производством муки и горчицы. Ну, то есть сеяли, собирали и продавали. Эта идиллия длилась до 1840 года. В этот год владельцы корпорации приобрели мельницу, то есть уже не сырье на рынок гнали, а продукцию с высокой добавочной стоимостью. Так как такому предприятию было уже не солидно называться по фамилии, ее переименовали в Reckitt & Sons. На добытые деньги несколько позднее был основан заводик по производству средств для полировки и стирки. В 1923 году компания начинает экспансию на внешние рынки и обосновывается в Германии. Там практичные англичане начинают производить различную мелочь для дома и чистящие средства. Гитлеру на момент основания компании было уже 34 года. И в это смутное время, когда рушились империи, гибли люди, менялась история, специалистами компании был изобретен состав секретного порошка, который получил название Calgon. Похоже, он был революцией на рынке и вполне успешно занял свою нишу на ниве стиральных порошков или умягчителей воды. Основным компонентом Calgon являются триполифосфат натрия и сода. Такой состав этот умягчитель имеет, как уже упоминалось, с самого первого дня своего появления на рынке в 50-х годах прошлого века. За все время производства средства в нем менялись только пропорции действующих веществ и вида отдушек. Химический состав Calgon таким образом выглядит примерно так. Если с содой все понятно, давайте разберемся с триполифосфатом натрия. Основное средство вещества – способность эмульгировать и разлагать жиры. Это вещество применяется в качестве добавки при стирке всех видов тканей в воде любой температуры. При обработке воды, используемой в качестве энергоносителя в системах отопления, для стирки различных тканей в домашних условиях и прачечных комбинатах. Предотвращает повторное осаждение грязи на ткани. Порошок пригоден для мытья стекол и ванн, сильно загрязненной жирной посуды, для чистки ванн, раковин, унитазов. Он способен уменьшить жесткость воды и тем самым улучшает моющее средство порошка. Это средство выпускается в виде порошка, таблеток или гель, но состав остается неизменным. Таким образом, приходим к выводу, что Calgon действительно обладает хорошими моющими свойствами. От накипи же используется в основном кислота, которой в составе не имеется. Но, как показывает практика ремонтных мастерских, Calgon все-таки воздействует на накипь. Он превращает ее в некое желе, которое также прочно держится на металлических частях стиральной машинки, как и накипь, и выводит из строя тен еще быстрее. Таким образом, как средство от накипи, Calgon неэффективен. Целесообразнее для борьбы с накипью использовать специализированные средства. Что же остается из полезных свойств Calgon? Смягчение жесткой воды и хорошие моющие свойства. Современные стиральные порошки тоже обладают вышеперечисленными свойствами.
Таким образом, колгон является обыкновенным стиральным порошком, разработанным в начале предыдущего века. Так как конкурировать на равных с современными средствами для мытья одежды он никоим образом не может, маркетологи придумали гениальный ход. Колгон спасает от всего. Но на самом деле он спасает только прибыли корпорации, которая не выдержала честной конкуренции с более современными. Как говорится, его в дверь, а он в окно. Есть у них, правда, небольшая ошибка для нашей аудитории. А может, оставили подсказку для вдумчивых покупателей. Слово «колгон» по-русски звучит как «калгон», что как бы намекает. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо!